Видно ли там что-нибудь? Что-то видно. Какие-то помещения, какие-то пол. Вот угол. Там что-то стоит в углу. Вон стоят два аппарата жезловых. Вот он, этот механизм прекрасный. То есть сделана такая окантовка у него плитами. Они уравновешивают вот эту вот деревянную палку, которая здесь служит самим шлагбаумом. И, соответственно, усилие минимальное. И здесь, смотрите, стрелка даже аутентичная. Она с флюгаркой. А флюгарка с керосиновым фонарем. Они с этой стороны красные. Одно горизонтально, другое вертикально. Путин щелкает. А вон телеграфный столб. С телеграфными проводами до сих пор висящими. И столб не завалился, прямо стоит. Неужели телеграф здесь до сих пор используется для связи? А вот посмотрите-ка, друзья мои. Добрался я до Ранцева. А Ранцево-то вам не просто так. А Ранцево-то имеет даже свою собственную стелу на въезде. Вот тебе и деревня маленькая в глухомане. С одной железной дорогой, одной дорогой тупиковой. Из Кувшинова. Тем не менее, вот, пожалуйста, смотрите. Вполне себе ухоженная стела Ранцево. А вон там уже начинается деревня. Люди на лесопедах едут. Поедемте до станции и посмотрим. Жалко, солнце уже садится. А на дороге-то, скажется, когда-то был бы асфальт. Просто асфальт ремонтировать, видимо, дорого. И из нее поэтому сделали такой вот. Сверху засыпали грунтом и сделали из асфальта грунтовку. Тоже ничего, тоже вариант. Мы с вами добрались до станции Ранцево. Не знаю, станция ли она до сих пор. Вокзал деревянный выглядит заколоченным. Хотя, с другой стороны, вон какая-то там, видимо, канализация сделана была свежая. Но так, накрыт. Вроде вокзал железяками свежими покрытый. Выглядит, по крайней мере, более-менее живым. Но окна вот здесь заколочены, двери тоже заколочены. Там вот есть щелка. Можно попытаться в нее посветить и посмотреть, что там такое. Видно ли там что-нибудь? Что-то видно. Какие-то помещения, какие-то пол. Вот угол. Там что-то стоит в углу. А, ну она все-таки станция, да. То есть вот все, что было вокзалом, пассажирским помещением, все заборонено. А все, что касается дежурного по станции, все, пожалуйста, вот есть. Там у нее даже велосипед стоит. Правда, ее самой уже нет, потому что она работает-то, видимо, какое-то только определенное строго время. Потому что эта ветка точно совершенно только на дневном режиме работы. И, соответственно, если дежурный здесь и есть, то только днем. Может быть, если приехать днем, получится попасть туда, к ней в помещение. Но с другой стороны, тут особо и смотреть-то нечего. Мы были в Кувшиново, а здесь все, наверное, да не наверное, а точно, примерно то же самое. Вон стоят два аппарата жезловых. Не знаю, видно вам или нет. Глазами так точно видно. Вот они там стоят. Здесь обыкновенный стол с телефонами и связью. Здесь предбанник с башмаками и лесопедом. А там закрытый вокзал. Но здесь все это не главное. Здесь главное, что сохранилось все в первозданном виде со времен постройки. Станция на жезловой блокировке работает. И вместо, так сказать, сигналов входных используются семафоры, настоящие механические. И вот здесь рядышком, ну его-то точно видно, железнодорожный переезд со шлагбаумами. И эти шлагбаумы механические. И управляет ими дежурный по станции. И управляет он ими вот отсюда, со своей станции. Прямо вот этим вот механизмом. Вот он, этот механизм прекрасный. Он смазанный, он в рабочем состоянии. Вот эти троса через вот такую систему столбов идут туда до переезда. И опускают и поднимают шлагбаумы с противовесами. Сейчас мы до шлагбаумов тоже дойдем. На шлагбаум посмотрим. Но это же огонь! Вот честно вам скажу, очень хочется покрутить.
эту машинку. Но не зная, как ей пользоваться, я боюсь привести ее в ненадлежащее состояние. А я все-таки не вандал, я просто человек, очень интересующийся техникой. Но, скорее всего, все довольно просто. То есть одна шестеренка в одну сторону, один трос наматывает, и ты опускаешь шлагбаумы, а потом другая шестеренка наматывает трос в другую сторону, и ты поднимаешь шлагбаумы. Они там на месте просто уравновешены противовесами. Поэтому усилие должно быть минимальное. Блин, вот прям хочется мне. Ну, ладно, я себе позволю немножко. Хотя бы 3 движения. Смотрите, она крутится. Она прям легко крутится, легко идет и фиксируется. Вот я поднатянул один трос. А теперь беру в обратную сторону его. Все это работает. Смотрите, перещелкивается харповичный механизм. Или как он там правильно называется. Все, пошел натягиваться трос. Не будем дальше крутить. Блин, это огненный огонь. Это вот оно, вот сколько лет. В 1908 году запущена линия. За это время была революция, гражданская война. Потом Великая Отечественная война. Шикардос, вот идут тросики. Через такие столбы. И все это идет. Сейчас мы пойдем посмотрим на шлагбаумы. А вот этот перрон, про который я вам рассказывал, вот этот вот песчаный. То есть сделана такая окантовка у него плитами. И засыпано тело перрона песком. И такие вот пути. Здесь раньше было 3 пути. 3-й путь разобран. К сожалению, осталось только 2. То есть, по большому счету, это только разъезд. Это не станция. Насколько я понимаю, до, наверное, годов 80-х здесь, в Ранцево, было большое торфохозяйство. И это была станция, была торфоперевалочным пунктом. То есть здесь была своя узкоколейка, которая вывозила торф куда-то на торфоперегрузочную часть. Там это все дело пересыпалось в ширококолейные вагоны и уже отправлялось, так сказать, заказчику. Блин, здесь вон и люди вон какие. Смотрите, на чем он ездит. Иж-планета 4. Ну, это не такой старый аппарат, но тоже заслуженное советское детище. Ну так вот, идем же скорее, обозрем механический шлагбаум на переезде. А вот он. Смотрите. Вот приходящие тросы. Вот так вот они здесь идут. Приходят на 2 ролика. Один на один шлагбаум, другой на другой. Вот я покрутил. Я уже, видите, смотрите, тросик натянул. Тросик натянутый. И уже фактически я начал опускать этот шлагбаум. Но вовремя остановился. Это хорошо. Второй трос свободный. И банально в обыкновенной трубе проходит под путями на другую сторону. К другому такому же шлагбауму. Они уравновешивают вот эту вот деревянную палку, которая здесь служит самим шлагбаумом. И, соответственно, усилие минимальное. Вот этим вот тросом. Трос просто натягивается. И опускается шлагбаум. А трос совершенно банально просто вот так вот идет в трубе под железной дорогой проходит. То есть крутишь одну шестеренку, он поднимается. Крутишь другую шестеренку, он опускается. Все элементарно просто, все понятно. А мы дойдем до настоящего, в самом делешного, живого, работающего семафора. Семафора, можете себе представить? Это же уже даже не прошлый, это даже позапрошлый век. Вот такого уже больше нигде не осталось. Получается, что вот эти 3 станции, это единственные в России, ну, насколько мне известно, может быть, я, конечно, в чем-нибудь не прав, но вот эти 3 станции выходят, что единственные оставшиеся в России рабочие станции, на которых осуществляется регулярное движение, ну, более-менее регулярное. 2 раза в неделю это тоже регулярно. Вот, на которых существует вот такая вот электрожезловая блокировка и работают настоящие семафоры. Есть множество станций, где старые пути. Есть множество станций, где стрелки управляются вручную. Но семафоры и электрожезловая система — это только здесь. Это абсолютный, стопроцентный
полностью понтовый эксклюзив. Насколько мне известно, была еще такая линия в Карелии. Там что-то вот Олонец, куда-то вот за те края. Точно не знаю, какие там станции. Там тоже стояли семафоры и все прочее. Но там движение прекратилось, по-моему, в 2013 году. Причем прекратилось полностью. То есть не ездить ничего, даже грузового нет никакого движения. А здесь, пожалуйста, регулярное движение. И все это на жезловке. И все это под управлением семафоров. И вот с такими-то механическими девайсами, которые поднимают и опускают шлагбаумы. Но это же вообще умопомрачительно. Это такое вот путешествие в прошлый век. Это все, как я вот люблю. Это вот такая техника, которая, с одной стороны, элементарно простая, а с другой стороны, вот работающая. Она сколько лет уже работает, ничего с ней не произошло. Она пережила несколько войн, смену режимов, не одну. Сколько было смен руководства. Уже поколения людей тут вокруг живших поменялись. А оно все до сих пор работает. Смазывай вовремя, и все, и никаких вопросов. Все шикардосно. Ну вот подходим мы к стрелочному посту. Пикетный столбик из дерева. Уа-ча-ча. Такой вот стрелочный перевод. Но здесь он уже тоже современный, на современных бетонных шпалах. То есть здесь его переобували, меняли. Ну, оно понятно. Но дальше-то полотно, оставшись все вот как оно было, как оно и есть, вообще без изменений. И здесь, смотрите, стрелка даже аутентичная. Она с флюгаркой. А флюгарка с керосиновым фонарем. То есть, грубо говоря, мягко выражаясь, флюгарка, находясь в таком положении, поворачивалась просто белым огнем. А когда стрелку переводили, то приближающий поезд машинист видел красный огонь или желтый огонь. И это означало, что путь идет на боковой путь. На боковой, ведь я правильно излагаю? Да, правильно. Вот в таком положении белый огонь на пути поезда означает, что проследует все по главному пути. А если красненький огонек горит, то значит по боковому пути. Все просто. Это такой вот простецкий индикатор. Но стрелка, она же стрелка, вот весь металл. Она, смотрите, сколько раз покрашена. Смотрите, сколько раз она уже наплавлялась там и все остальное. Но она натуральная. 1908 год. Скорее даже раньше изготовления. Понятно, что никаких уже отметок под таким слоем краски на ней не найдешь. Но, блин, это крутяк. Стрелка закрыта на замок, чтобы вот такие вот энтузиасты, как я, не запустили поезд на боковой путь. Ну и правильно, потому что такие энтузиасты, как я, можем. А теперь главное блюдо нашей программы. Семафор. Вот это вот тоже все совершеннейший оригиналь. То есть я, честно говоря, не очень представляю, как себе это работает. Судя по наличию вот такой вот ручки, я отдельно... Нет, не отдельно. Закладываю его колеса. То есть это, грубо говоря, у него просто несколько положений. Смотрите, раз положение, где может попасть защелка. Вот два положения, выемка. И вот три положения. То есть, грубо говоря, можно переводить его в три положения. И таким образом что-то там сигнализировать. А сигнализировать что? Проследовать прямо, получается. Проследовать на боковой путь с остановкой. Какие там еще сигналы подаются? Но это вы тоже, если вы все варите, а наверняка есть такие люди, которые варят в всей этой железнодорожной сигнальной теме, вы мне в комментах, пожалуйста, расскажите, потому что я не бельмес, а я профан. Я, конечно, могу в Википедии почитать, но у меня же в одно ухо влетит, в другое вылетит, потому что я же не пользуюсь этим каждый день. Вот, получается, вот эта коробочка, она фиксирует фиксатор. То есть это просто блеск и красота. Просто счастье воплощенное. Все аутентичное, все натуральное. Начало 20 века изготовления. Стрелка, семафор, будка дежурного. В будку попытаемся тоже заглянуть, естественно. Естественно, и в будке есть инвентарный номер. В будке вон они, сигнальные флажки, пожалуйста, есть. Печка, самое главное. Иначе же в будке холодно.
Что-то там еще, наверное, есть такое. Только туда не залезть. Будка такая уже прям вросла в землю. Главное печка. Главное печка и решетка, чтобы из будки ничего не украли. Или в будку медведь не залез. Не знаю для чего. Так, все. Идем к семафору. К самому настоящему, в самом делешному, натуральному семафору на станции Ранцево. Хоть прямо сейчас приезжай и снимай фильмы про 1910-е какие-то годы. Вот, и мы, друзья, подходим к промежуточному узлу всей вот этой вот семафорной системы. Этот, я так понимаю, промежуточный узел призван облегчить манипулирование, так сказать, всеми этими семафорными деталями способом, так сказать, того же самого противовеса. Вот он, противовес на большом рычаге, регулируемой лапой вот такой натягивает тросы. То есть, грубо говоря, просто чтобы трос постоянно был в натянутом положении, не просаживался. А длина тросов он регулируется такими тальрепами. Ну клево же такая фигня, блин, специально для натягивания троса. Обалдеть. Идем дальше. Семафор, жди меня. Я к тебе мчу. И вот он, семафор. Семафор. Механическое сигнальное устройство. Вон у него там крыло. Вернее, там на самом деле два крыла. Одно сейчас стоит горизонтально, а одно стоит вертикально, если вы видите. Да видите, конечно, уже глаза есть. Вот. Тут такая вот лесенка для того, чтобы подняться. Непонятно зачем. Но ведь надо же наверняка подниматься зачем-то. Специальная лестница. В специальной лестнице можно что-то забраться и что-то сделать. Зачем-то вот такая вот не очень понятная фигня в виде хитрой формы красной полосы и над ней белой полосы. Что-то она, видимо, означает. Не знаю что. Вот наверху крылья семафора. Они с этой стороны красные. Одно горизонтально, другое вертикально. И все вот на этих самых тросиках. Тросик туда — это один сигнал. Тросик сюда — это другой сигнал. Причем здесь, в отличие от шлагбаумов, ничего крутить не надо. Просто переставляешь из одного положения в другое. И там наверху механически меняются положения этих крыльев. Ну, крутяк! Настоящий семафор. В самом делешный. В самом делешная железная дорога из легких рельсов на песчаном балласте, на деревянных шпалах посреди тверских болот и глухомани. Туда уходит в сторону Торжка, а туда уходит в сторону Соблага. Давайте еще раз посмотрим на семафор. Семафор — это огонь. Это просто пламень такой, вообще какой-то прямо. Ну, в общем, вот. Наверное, так мы сделаем. Я сейчас дойду до противоположного конца станции, посмотрю там на семафор. И дальше посмотрим на мое настроение. И либо поедем, либо останемся здесь ночевать. Не переключайтесь. Я, что называется, сейчас все выясню и вам перезвоню. Давайте с вами изобразим поезд и пройдемся по этим заповедным путям в режиме поезда. Вот, наверное, местные-то на меня смотрят и думают: во придурок. Приехал какой-то на машине, ходит, разговаривает с какой-то металлической палкой, изображает из себя паровоз, чухает там что-то. Да, я такой странный дядька. Болтаюсь по странным местам со странными своими темами. Очень будем надеяться, что что мои странные темы будут нравиться и вам тоже. И вы тоже так же, как и я, будете получать удовольствие от просмотра этих моих странных роликов на странные темы из странных мест.
Ой, я вам наплел-то всякого, да? Окей. Идем дальше. Ну, еще один взгляд на переключалку. Ну, а вас я пока, наверное, выключу. Ну, чтобы вы не скучали. Пока я иду тут идти все-таки прилично. Метров 300, наверное, может даже больше. Знаете, друзья, я тут иду. Приближаюсь, так сказать, к будке стрелочника, к стрелке и ко второму семафору. Иду и периодически слышу какие-то такие бухающие звуки. Такой стук, бум, дуцк. Разные громкости, разные интенсивности. И сейчас до меня дошло. Существенно похолодало, уже вечер, и прям так, стало прохладнее. Так что я даже немножко стал подмерзать. А это рельсы сокращаются. Они остывают. Днем они были нагретые солнышком. Сегодня солнышко светило очень хорошо. И они прям щелкают громко. То есть на таких путях, на бетонных, я никогда этого не слышал, потому что они там, видимо, как-то плотно притянуты. А тут ты идешь прямо и бум, дуч, бум. Прям такие существенные удары и щелчки слышны. Прикольно. Вот новое совершенно впечатление. Хотя, казалось бы, вещи-то очевидные. Еще из школьного курса физики можно было понимать, что так обычно происходит. Но как-то вот пока ты где-то все не прочувствуешь лично, нифига-то ты на это внимание не обращаешь. Итак, мы пришли ко второй будке стрелочника. Она гораздо более свежая, чем та. Она вон покрашена. Свежая, да, она не утонувшая в земле настолько. У нее забиты окна. Видимо, здесь стрелочник не сидит ни при каких обстоятельствах. Потому что стрелка переведена на главный и закрыта на замок. Вон, вы можете видеть. Перекладывается специальная такая штука, которая упирается в рельс. И закрывается на замок. И поэтому сколько ты не дави, сколько не перекладывай противовес, стрелку перевести у тебя не получится. Очередной механизм для переключения положения семафора. Он, естественно, опять-таки заблокирован от переключателей, таких типа как я. Вон там входит в паз такой ключик, и никуда ты его не подвинешь. А сверху это вот такая штатная блокировка. Ее можно отодвинуть, но она нам ничем не поможет. Приложить семафор сегодня у меня не получится. Нет шансов. Здесь позаботились о том, чтобы я этого не делал. Итак, будка. Здесь стоит громкоговоритель громкой связи, чтобы можно было орать стрелочнику, чисто теоретически, куда там переключаться. Здесь у путейцев приготовлены шпалы на замену. Видимо, скоро будет у них тут мероприятие проводиться по приведению всего в более-менее чувство. Но тут давно пора, потому что некоторые шпалы расколоты уже в клочки. Их, естественно, пора менять. Ну и вот пойдем вдоль тросов к семафору, который там уже на середине поворота. Что когда решили прокладывать эту линию до Кувшинова, надо же было договариваться с местными землевладельцами, а переговоры с ними всегда были очень сложными, потому что одни очень хотели, чтобы линия прошла рядом с их землей. Другие, наоборот, категорически не хотели этого, чтобы линия проходила рядом с их землей или по их земле. И вот такие вот сложные переговоры, такая сложная торговля, она, собственно, и приводила к тому, что линия была крайне неоптимально проложена на местности и крайне неровная. И рядом с ней телеграфная линия. Телеграфных линий я тоже уже вдоль железных дорог не видел давным-давно. Нигде, так сказать, в цивилизованных краях, хотя здесь тоже место цивилизованное, просто глухое. Нигде вот в наших краях, там, Петербурга, московских, уже, я, честно говоря, не припомню, чтобы я где-то видел вдоль дороги телеграфные линии. А здесь они вон стоят, здравствуют, не упали. Вон видно. Интересно тоже. Наверняка ведь не работают уже, потому что, кому же сейчас нужен телеграф? Итак, проходим мы до вот этой штуки с противовесом, которая нужна для натягивания троса.
Такое вот изящное решение. Ну, на самом деле, согласитесь, красиво сделано, да? Гнутый рычаг. Такая вот переставляющийся механизм, обжимающий. 3 блока, и все готово, все работает. Рельсы, шпалы. Тут везли какую-то либо текущую цистерну, либо это из тепловоза. У тепловоза бак тек или какое-нибудь масло. Весь путь залит. Идем мимо столбиков со шпульками, на которых проложен тросик. А тросик такой, он, главное, не витой, он цельный. Стальной такой. И 4 миллиметра, наверное, толщиной. Ну, то есть такой уверенный трос на самом деле. И то, что вот он цельнолитой такой, цельнотелый, не из проволочек отдельных, это, блин, значительно, наверное, утяжеляло его установку и прокладку. Потому что он же не гнется, блин. Его же, чтобы растянуть, нужно прям приложить было солидные усилия. С другой стороны, наверняка были какие-то специальные под это дело технологии. Специально все предусмотрелось, закладывалось там в какой-то блок, натягивалось и помчали. Путин щелкает. А вон телеграфный столб с телеграфными проводами до сих пор висящими. И столб не завалился, прямо стоит. Неужели телеграф здесь до сих пор используется для связи? Умопомрачительная тема. Блин, ну опять вот. Можно некоторое время не говорить, ждать, когда щелкнут рельсы. Но они ведь не щелкнут по закону подлости. И вот он, очередной семафор. Здесь у него белые крылья, на этой стороне. Белые, простреленные и ржавые. Вот кому-то надо было, кто-то упражнялся в меткости, чтобы попасть в кругляшку светофора. Молодцы у нас граждане. Вот подходит трос. Мне вот тоже все-таки не очень понятно, нафига вот сделана вот эта лесенка. Чтобы что? Вот чуть-чуть приподнялся и сделал что? Не очень понятно. Ну да ладно. Подойдем поближе. Посмотрим повнимательнее. Смотрите, он, блин, сколько слоев краски. Смотрите, он весь проржавевший тоже. Ему уже столько годиков. Он уже прям столько поработал и пожил. Обалдеть. Обалдеть надо. Семен Семенович. Вот это вот и есть механическая красота. То самое технопорно. Мне вот надо вот все-таки нагуглить, что же означает. Боже мой. Нагуглить, что же означает все-таки вот эта вот красная полоса с белой штуковиной на конце. Причем там была одна штуковина белая, а здесь их 3. Или там 2 отвалилось просто, и это просто декоративная фигня. Или эта фигня что-то означает. Ну, скорее всего, наверное, должна что-то означать. Потому что иначе как. Ну и вот. Наша глухоманная заповедная уходит вдаль, в сторону Саблага. Сегодня мы до Саблага уже не доберемся. Мы сегодня даже не доберемся, наверное, уже и до Сележарова. Вот не знаю. Что-то во всем этом есть, в этой механике, в этой ламповости, в этих семафорах. Ну, прежде всего, наверное, надежность. Потому что если у тебя выключили свет, то светофор становится бесполезным. А здесь, даже если у тебя перебило тросы или поломался механизм, можно добежать, залезть по лесенке и перевести его вручную. Вот такой вот я себе придумал, например, тему оправдания, почему мне очень нравятся семафоры и почему семафоры это гуд. У меня уже тут садится все, стало же холодно на улице, но реально сейчас такое градуса, наверное, 3-4 максимум. И хорошо, хоть ветра нет, потому что с ветра-то было бы совсем еще холодно. Короче, сел уже аккумулятор и в телефоне, сел уже аккумулятор в гимбале в стабилизаторе. И у меня уже аккумулятор, честно, прям садится. Поэтому вы должны мне за мой героизм поставить лайк обязательно. Обязательно подписаться на канал, нажать кнопочку подписаться. Обязательно потом включить колокольчик, чтобы уведомления приходили. И обязательно написать свое мнение внизу в комментариях. А лучше не один раз, лучше с кем-нибудь вступить в дискуссию. Например, со мной. Я стараюсь на все комментарии всегда отвечать.
Ну ведь я же заслужил, ну ведь я же сегодня старался. Я сегодня проехал много километров, прошел множество километров. Мы сегодня погуляли с вами по вот такому вот железнодорожному заповеднику. Дайте я еще раз на прощание потрогаю дядю семафора. Такой он хороший, молодец, нарядный. Но опять же таки, я не специалист во всех этих сигналах. Как оно там работает, кто кому, зачем стоял, непонятно. Все, идем, попытаемся сделать еще парочку фотографий. Кстати, здесь надо фотографии сделать, потому что я там не делал фотографий. Прощаюсь я, наверное, с вами, друзья, на сегодня. Увидимся через некоторое время, ну или завтра. Пока.